Лиссабон никогда по-настоящему не спит, но в тот день, когда 7 южнокорейских музыкантов вступили на землю в аэропорту Умберто-дель-Гадо, город словно проснулся по-новому. Не от звона желтых трамваев в Алфаме и не от атлантического бриза, который обычно обдувает реку Тежу, а от криков тысяч голосов, с любовью выкрикивающих одно имя – BTS. И среди этих 7 имен одна фигура вновь стала центром мирового притяжения – Ким Тэ-хьон. Прибытие BTS в Португалию, а именно в Лиссабон, стало чем-то большим, чем визитом международных артистов, приветствуемых фанатами. Это было культурное событие, момент, который показал, как музыка, образ и эмоциональное влияние могут преодолевать границы языка, географии и политики. С раннего утра аэропорт был полон фанатов со всей Португалии и даже из других европейских стран. Они несли светящиеся палочки армии, баннеры на корейском, португальском и английском языках, а также постеры с мягкой улыбкой Тэ-хьона. Не было хаоса, не было излишней суеты, только коллективная радость, организованное и полное уважение. Когда Тэ-хьон появился в простом темном пальто со спокойным выражением лица, ставшим его визитной карточкой, атмосфера мгновенно изменилась. Раздались аплодисменты, у многих выступили слезы, а некоторые на мгновение замолкли, словно не веря, что фигура, которую они долго видели на экранах, теперь стоит всего в нескольких метрах. Тэ-хьон не спешил и не торопился. Он шел медленно, слегка кланяясь в знак приветствия. И вновь мир убедился, влияние не всегда исходит из громких жестов, иногда оно проявляется в одном взгляде и последовательном поведении. BTS прибыли в Португалию по программе, которая не была широко анонсирована заранее, не было пресс-конференций с красной ковровой дорожкой и громких открытий. И именно это делало их присутствие еще более впечатляющим. Португальские и международные СМИ быстро заполнили свои страницы фотографиями BTS в Лиссабоне. Заголовки рассказывали не о слухах и скандалах, а о корейской культурной волне и феномене BTS, объединяющем молодое поколение Европы. Многих удивил официальный прием, оказанный португальским правительством. Вскоре после прибытия BTS должны были присутствовать на торжественной встрече с участием президента Португалии и министра культуры. Встреча проходила в теплой и непринужденной атмосфере, вдали от формальной дипломатической строгости. Комната была наполнена улыбками, смехом и легкими беседами, демонстрируя, как музыка и культура могут смягчать официальные формальности. В своей речи президент Португалии открыто выразил признательность BTS, назвав группу символом нового глобального поколения, которое общается через эмпатию, творчество и человеческие ценности. Он особо отметил Ким Тэ-хьона как фигуру с выдающимся межкультурным обаянием, не только как певца или исполнителя, но и как общественного деятеля, который передает спокойствие, эстетическую утонченность и мощное эмоциональное послание. Министр культуры Португалии также подчеркнул, что присутствие BTS в Лиссабоне – это не просто развлекательный момент, а часть глобального культурного диалога. Он отметил, что искусство больше не движется в одном направлении. В нашу эпоху влияние может течь из Сеула в Лиссабон, от одной песни к миллионам сердец. И BTS с Тэ-хьоном в качестве одной из самых знаковых фигур находится в центре этого потока. Реакция португальских фанатов отражала те же чувства. По всему Лиссабону, от Прасы до Коммерсио до Байру-Альто, фанаты BTS собирались вместе, пели и делились историями о том, как музыка BTS сопровождала их в трудные времена. Многие отмечали, что Тэ-хьон успокаивает их и заставляет чувствовать себя понятными, несмотря на разницу культурного происхождения. Это сила, которую трудно измерить цифрами продаж или статистикой в социальных сетях, но она ощутимо реальна на месте. Корейские развлекательные СМИ быстро подхватили момент как осязаемое доказательство растущего глобального влияния BTS. Статья за статьей изображали Лиссабон, превращенный в море фиолетового цвета, европейский город, принимающий кей-поп-звезд не как чужих гостей, а как часть своей собственной истории. Фотографии улыбающегося Тэ-хьона, получающего теплый прием от португальских чиновников, широко распространялись и снова вызвали глобальные обсуждения.
Особой привлекательности истории придавал тот факт, что BTS, особенно Тэхьон, сохраняли скромность перед лицом такой экстраординарной реакции. Не было громких заявлений и преувеличенных слов. Они говорили о благодарности, о искусстве как масте и о важности взаимопонимания. В мире развлечений, часто насыщенном сенсациями, такая позиция стала отличительной чертой, укрепившей их образ. Для многих культурных наблюдателей прибытие BTS в Португалию ознаменовало новую главу в отношениях между кей-поп и Южной Европой. Если раньше внимание было сосредоточено на США или странах Азии, то теперь Португалия стала свидетелем того, как влияние Южной Кореи органично и эмоционально проникает в культурный ландшафт Европы. И в центре этого стоял Ким Тэхьон, символ мягкой, но непревзойденной силы. Нельзя преувеличивать, если сказать, что Тэхьон и BTS вышли за рамки обычной группы. Они — социальное явление, они — повествование, они — доказательство того, что музыка может стать универсальным языком, достигающим глубин человеческой души. Теплый прием португальских фанатов и официальное признание национальных лидеров — лишь внешние проявления того, что миллионы людей по всему миру уже давно чувствуют. Лиссабон может вернуться к своему обычному ритму после того, как BTS продолжит свое путешествие, но след, который они оставили, не исчезнет легко. Для фанатов, присутствовавших в тот день, для чиновников, пожавших руку Тэхьону, и для города, свидетелем этого культурного события, момент навсегда останется временем, когда мир стал чуточку ближе. В эпоху, когда влияние часто измеряется властью или экономикой, прибытие BTS в Португалию напомнило миру одну простую, но мощную истину: искренность, искусство и эмоциональная связь по-прежнему занимают наивысшее место. Пока Ким Тэхьон и BTS продолжают свой путь, спокойный, последовательный и полный смысла, мир будет снова и снова останавливаться, чтобы обратить внимание. Лиссабон тепло их принял, и мир снова признал то, что давно чувствовал. Влияние Тэхьона и BTS — это не мимолетная тенденция, а долговечная волна, которая продолжается, касаясь сердец и меняя наше понимание силы глобальной культуры. В заключение, прибытие BTS в Лиссабоне — это не просто короткая заметка в маршруте мировых артистов, а символ времени. На фоне теплого приема португальских фанатов и официальных почестей от президента и министра культуры, мир вновь ясно увидел, что влияние Ким Тэхьона и BTS вышли далеко за рамки развлечений. Они прибыли не как символы мимолетной популярности, а как культурная сила, способная объединять эмоции, открывать диалог и оставлять глубокое впечатление, где бы они ни были. Лиссабон стал свидетелем того, что музыка может говорить громче слов, а спокойствие быть влиятельнее ярких прожекторов. Когда BTS отправились дальше, город снова погрузился в тишину, но эхо того дня навсегда останется в памяти фанатов и в мировой истории о том, как 7 южнокорейских музыкантов с Ким Тэхьоном в качестве одного из главных лиц изменили наше понимание влияния, искусства и человеческой связи.